Приветствую тебя! Ты попал на новый ролик. Перед его началом я хочу попросить тебя скромно поставить лайк, написать комментарий, ведь это очень сильно влияет на продвижение данного ролика. Также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ну а самая лучшая поддержка — это подписка на мой Boosty или платный телеграм-канал. Там ролики выходят на день раньше. Ну а все ссылки ты найдешь в описании. Приятного просмотра! Аниме начинается с того, что мы встречаем нашего главного героя по имени Сакамаки Исайо, которого мы видим беззаботно отдыхающим, когда он смотрит на небо и выражает, как ему скучно. Через несколько мгновений он замечает, что в нескольких метрах от того места, где он находится, так что через некоторое время, услышав, как они ссорятся, он понимает, что ему скучно. Он решает встать и швырнуть камень с нечеловеческой скоростью, который падает в реку рядом с ними и вызывает сильный взрыв, а затем начинает многократно бросать камни, в результате чего и хулиганы, и бедный парень оказываются в невыгодном положении. Впоследствии Прота видит письмо, падающее на него с неба. В то же время, но в другом месте, мы встречаем Аску Кудо, девушку из богатой семьи, которая, как и Прота, получает таинственное письмо. В свою очередь, еще одна молодая женщина по имени Йокадзукабе, как и предыдущие, получает странное сообщение. Сразу после прочтения письма трое молодых людей телепортируются в место под названием Маленький мир, над которым они спускаются с неба и приземляются на озеро. Впоследствии мы видим, как молодые люди представляют себя и постепенно узнают друг друга, обнаруживая, что все они получили одно и то же письмо. Во время этого мы видим, как у Проты небольшая ссора с Аской из-за того, что у девушки кажется довольно сильный характер, в то время как Джос ограничивается тем, что ухаживает за ней. «Иди к своей кошке и немного поговори». В определенный момент во время разговора они замечают, что за ними наблюдает кто-то, прячущийся на деревьях, поэтому они явно просят его показать. После этого мы видим, как из кустов выходит девушка-кролик с голубыми волосами, на которую сразу после этого нападает Прота, набрасываясь на нее ударом с разворота, от которого девушка явно уклоняется. Затем мы видим, как Прота и Джо начинают преследовать ее, в то время как она постоянно прыгает, чтобы уклониться от него. Затем мы видим, как Азука использует свои способности для общения с птицами и заставляет стаю птиц атаковать ее цель в воздухе. Позже, после того, как его поймают, мы увидим, как девочка-кролик приветствует вас в маленьком мире. После этого он рассказывает ей, что всем троим была предоставлена возможность принять участие в подарочной игре. Это из-за их магических способностей, которые, как обнаруживают мальчики, являются благословениями, даруемыми Богом. Боги, демоны, звезды или духи, с помощью которых они смогут участвовать в играх или использовать их в качестве монет для ставок с целью получения большой прибыли. После того, как ты подробно объяснил, что их мир похож на какое-то гигантское волшебное казино. После этого их хозяйка говорит им, что в этом мире практически обязательно принадлежать к сообществу, если они хотят выжить. Поэтому она предлагает сыграть в небольшую игру, чтобы проверить, способны ли они выиграть и присоединиться к сообществу. Своему сообществу. Затем он собирается быстро объяснить им правила, показав, что в каждой игре есть своего рода контракт, в котором игроки обещают адаптироваться ко всем условиям указанной игры. После этого он замечает, что, будучи новичком в этом мире, он не заставит их ставить на кон ничего, кроме собственной гордости. Но взамен, если они выиграют, они смогут попросить у своей хозяйки что угодно. Позже мы видим, что мальчики перебирают карты, с которыми они собираются играть, из которых каждый должен выбрать только по одной. И после этого мы становимся свидетелями того, как Прота хитро требует свою карту, сильно ударяя по столу, заставляя остальные карты прыгать и путаться. Затем обе девушки подходят и очень быстро берут свои карты. Затем девушка-кролик, совершенно разочарованная, рассказывает ему, что они выиграли. После этого Прота задает свой вопрос, который оказывается простым вопросом. Вот как мы видим, как молодой человек задается вопросом, интересен ли мир, в котором живет Стэн, и получает утвердительный ответ от своей хозяйки, которая замечает, что маленький мир намного интереснее, чем мир, в котором живет Стэн. Реальный мир. Позже мы встречаемся с Джином, маленьким мальчиком, который ждет у парадного входа в главный город маленького мира, как вдруг поздоровавшись с друзьями. Он видит, как прибывает девочка-кролик, которая заявляет, что привела новых людей. После этого малыш спрашивает, есть ли только они двое, в результате чего хозяйка замечает, что Прота исчез. Затем, спросив девушку, узнает, что Исаджой сбежала и встает, чтобы увидеть конец света.
В этот момент мы видим, как она преображается, меняет цвет волос и набирает сверхскорость. Сразу после того, как она полностью разозлилась, она решает отправиться на поиски молодого человека. После этого две другие девушки вместе с Джином направляются вглубь маленького мира. Пройдя через парадный вход, объясняет мальчику немного об обществе в маленьком мире, которое населено всевозможными существами, включая людей, получеловеков, вампиров, духов и многих других. Больше. Затем, когда группа отправляется на поиски чего-нибудь перекусить, мы видим, как за ними шпионит таинственный человек. В то же время мы видим, как кролик быстро продвигается по лесу в поисках прота, как вдруг она слышит сильный грохот и очень волнуется. Продолжает приближаться к звуку. По прибытии он встречает Эль-Прота и с облегчением узнает, что с ним все в порядке, комментируя, что он боялся, что тот бросил вызов Богу или кому-то из участников подарочной игры. Однако мальчик отвечает, что на самом деле так и было. Сразу после бога воды из озера появляется свирепая гигантская змея, выражающая всю свою ярость из-за наглости молодого человека, который, увидев ее, ни секунды не колеблясь, вызвал его на поединок, за что она говорит ему, что если ему удастся выдержать один из его ударов, он наградит его победа. Затем чудовище создает перед мальчиком 3 больших урагана и направляет их против него. Однако, когда его вот-вот ударит, Прота использует свои собственные кулаки, чтобы полностью подавить атаку змеи. После этого молодой человек делает большой прыжок и становится прямо напротив врага, чтобы затем нанести мощный удар, от которого его противник мгновенно не остается, что приносит ей победу и оставляет крольчиху полностью очарованной. С другой стороны, мы можем увидеть, как Джин и компания заказывают чай, пока они болтают о своих способностях. Там мы узнаем, что Ю способен общаться с животными, но когда Аска собиралась объяснить свои способности, их прерывает мужчина привлекательной внешности, который говорит, что Ю может общаться с животными. Правда кажется очень страшной по имени Гальда, и мы понимаем, что лидер сообщества Форест Гаро, который сидит рядом с ними и насмехается над Инь за то, что он лидер такого слабого сообщества. Возвращаясь с Протоном, мы видим, что призом за победу над змеей является саженец водяного дерева, предмет, который очень пригодится ему в его обществе. После этого Прота предъявляет претензии молодой женщине за то, что она скрыла от него важные подробности о своем пребывании в этом мире. Поэтому он решает спросить девушку о причине, по которой она привела их в это место. Когда кролик слышит вопрос Прота, он выражает заметное беспокойство, хотя и пытается скрыть это и солгать по этому поводу. Молодая женщина проницательно делает вывод о том, что происходит на самом деле. Именно так ее и назвали, чтобы помочь своему упадочному сообществу. С другой стороны, мы видим, как Гальда нагло предлагает Джо и Аске возможность присоединиться к нему и его группе. В этот момент мы обнаруживаем, что сообщество, частью которого были Джин и Лабанья, раньше было действительно могущественным в прошлом. Но что из-за атаки со стороны организации, в которой участвовали Джин и Лабанья, а также из-за того грозный из королей демонов. Они были массово уничтожены после того, как были вынуждены принять участие в подарочной игре, за что в свою очередь потеряли всю территорию, на которой доминировали помимо своего имени, а также своего знамени, поэтому их стали называть безымянными, из которых выжил только Джин и Кролика, которые остались на попечение оставшихся членов сообщества, которые в основном являются только детьми, поэтому, имея так мало квалифицированных членов, им требуется вся необходимая помощь, чтобы восстановить свое имя и свою честь. Причина, по которой мы можем видеть, как кролик умоляет Прота, чтобы он восстановил свое имя и свою честь. Поддержите их в достижении своей цели. Затем, после нескольких секунд размышлений, Прота упоминает, что она кажется ему интересной целью, поэтому он решает помочь им, что делает кролика очень счастливым. Возвращаясь к остальным, мы видим, как Гальда пытается убедить девушек присоединиться к нему, упоминая о том, насколько сильна его группа, не говоря уже о том, что у него есть друзья. Однако девушки отклоняют его предложение, заявляя, что предпочли бы остаться рядом с Джином. После этого мы видим, как немного расстроенный Гальда пытается понять, почему он принял такое решение. Именно тогда Азука отвечает ему признанием, что не оставила свою хорошую жизнь, чтобы вернуться в положение, подобное тому, в котором она находилась. Услышав это, Гальда встает и пытается возразить,
но внезапно Аска использует свои силы, чтобы заставить его замолчать, а также сесть и впоследствии ответить на все его вопросы. Именно здесь мы обнаруживаем, что сообщество этого человека настолько могущественное, поскольку они занимаются похищением женщин и детей из других стран. Другие кланы шантажируют своих членов и заставляют их участвовать в игре Подари, в которой они очевидно терпят поражение от Борзова и его людей, в результате чего они теряют свое знамя и название организации. В дополнение к этому Гальдо признается, что помимо похищения он также взял на себя задачу убить всех захваченных им детей, заставив Аску почувствовать отвращение к своей злобной сущности и снова приказать ему замолчать. После этого он освобождает его от заклинания подчинения, в результате чего Гальдо приходит в ярость, превращается в своего рода зверолюдя и явно бросается на девушку. Однако его быстро останавливает Ю, которому с неожиданной силой удается подчинить его, обездвижить его. Затем он использует свое преимущество перед соперником и Аской, чтобы бросить ему вызов в подарочной игре. В этот момент он ставит на кон все и честь своих сообществ, что Гальдо явно принимает. Позже Прота и Кролик возвращаются и узнают о том, что произошло, поэтому они решают отправиться в сообщество под названием «Тысяча глаз», чтобы оценить силы новых членов и таким образом подготовиться к битве, которая состоится на следующий день. Затем, когда группа отправляется в путь, Кролик рассказывает, что каждый из участников был привезен из другого мира и другой временной шкалы, поэтому ни один из них не имеет отношения к другим в своих первоначальных мирах. После этого, как только они прибудут на место, мы встретимся с Шираяшей, лидером общины Тысячи глаз. Во время их встречи Прота и компания обнаруживают, что этот мир разделен на 7 частей, соединенных большими вратами, которые указывают уровень силы обитателей, живущих в каждой. Кроме того, малышка показывает, что она сама является самой могущественной во всей 4-й части, утверждая, что именно она наделила божественностью монстра, которого ранее победил Прота. Услышав это, и Прота, и его спутники проявляют интерес к своей хозяйке, поэтому они автоматически решают вызвать ее на бой. Сразу после этого Шираяша соглашается и использует волшебную карту, чтобы перенести их всех на новую арену. Оказавшись там, она раскрывает, что она одна из королей демонов, присутствующих в маленьком мире, что немедленно заставляет Аску усомниться в ее способностях. Затем небольшой вопрос: готовы ли они принять вызов или предпочитают честный поединок. Услышав это, проницательный Прота отвечает ему, что, увидев, на что он способен, он предпочитает заткнуться и позволить ему испытать их, на что Шираяша немедленно соглашается. Затем она вызывает Грифона, чтобы наш герой предстал перед ее испытанием, которое состоит в том, чтобы оседлать зверя и совершить полный круг по замерзшему озеру, с целью испытать его храбрость, мудрость и силы. Увидев приближающееся существо, Джо предлагает быть первым, поэтому она подходит к крану и пытается с ним связаться. Представившись, спрашивает девушку, что она предлагает ему в обмен на свою честь, на что та отвечает, заявляя, что если ему не удастся пройти испытание, оно подарит ему его собственную жизнь, которую существо принимает. Ниже мы видим, как девушка садится на кран, который быстро взлетает и перемещается по зоне, выполняя множество маневров и поворотов на полной скорости с целью заставить девушку упасть на землю. Однако, несмотря на трудности этого, им удается держаться на своем скакуне. Тем временем девочка думает о том, как ее отец рассказывал ей о таких существах. Там мы узнаем, что в дополнение к этому ее отец подарил ей медальон, который сделал Джо способным ходить. Затем, будучи полностью преисполненной решимости выполнить свою миссию, молодой женщине удается терпеть пируэты Грифона, пока она не достигнет финиша. Но как только он останавливается, она все еще на подъеме. В воздухе молодая женщина теряет сознание и падает на землю. К счастью, ее медальон начинает светиться, и из ниоткуда молодая женщина начинает парить в воздухе. Сразу после этого она просыпается и дрейфует, идя по пустоте, пока не достигнет земли. После этого мы обнаруживаем, что молодая женщина обладает способностью приобретать способности других существ, и что в качестве награды за победу над ним Грифон даровал ей способность ходить по воздуху. Кроме того, нам стало известно, что его способности проистекают из медальона, который подарил ему его отец. Затем, в качестве празднования, Шираяши дарит его Проте и его спутницам специальную карту, в которой отражено название способностей каждого из них.
К сожалению, прочитав свою, Прота обнаруживает, что его способности неизвестны, поскольку карты не в состоянии описать это, факт, что очень заинтриговало Шираяшу. Впоследствии мы видим, как она сама показывает группе результат разрушений, причиненных королем демонов, ведя их к тому, чего не может достичь. К сожалению, прочитав его, Прота обнаруживает, что его силы неизвестны, поскольку в письмах он не может его описать, что очень заинтриговало Шираяшу. Раньше это была своего рода крепость их полностью разрушенного сообщества. Однако вид этих земель, опустошенных страданиями, только заставляет Прота испытывать еще большее волнение от встречи с кем-то столь могущественным, как король демонов. В то же время мы можем стать свидетелями того, как какая-то девушка или вампир наделяет Гальда новой силой. А затем мы можем наблюдать, как кролик сажает дерево бога воды в особой структуре этого места. Затем мы видим, как это дает безымянным неограниченный запас воды. Позже вечером мы видим, как члены безымянных останавливаются на базе сообщества, где мы можем наблюдать, как девушки принимают ванну с горячей водой, узнавая друг друга немного лучше. В то же время за пределами здания мы можем наблюдать группу людей, посланных Гальда, которые выходят из леса и приближаются к месту с плохими намерениями. Однако Прота замечает их присутствие и решает напасть на него аналогично тому, как он поступил с хулиганами в его мир. Запуск небольшого камня на полной скорости и создание большого взрыва, который настолько громок, что заставляет Джина приблизиться. После этого мужчины рассказывают, что их намерением было измерить способности Прота и осознав его великую силу. Они решают попросить его о помощи, умоляя молодого человека, пожалуйста, взять на себя ответственность за уничтожение сообщества Фарсгара. Комментарии, которые они делают, вынуждены участвовать в рамках шантажа Гальда, что он с ними делает. Однако Прота никому полностью не верит, поскольку упоминает, что, несомненно, именно они совершают похищения, о которых они говорят. На что смущенные мужчины отвечают утвердительно, что это они. После этого мы видим, как Джин признается группе, что все заложники, которых получил Гальда, были убиты им самим. Сразу после того, как, несмотря на то, что у него не было веских причин помогать им, Прота комментирует им, что Джин позаботится об этом, упомянув, что малыш позаботится обо всем сам. Отомстить за смерть своих близких и победить всех королей демонов, что ставит бедного мальчика в совершенно невыгодное положение. Позже мы увидим, как Джин выражает Проте свое пресловутое неодобрение, давая ему понять, насколько опасно его предложение. Однако Проте удается убедить его, что это лучший способ справиться с ситуацией, добавив, что если они выиграют подарочную игру против Гальда, то он выиграет. Признание, которое выиграло бы ваше сообщество, было бы очень ценным и привело бы к тому, что гораздо больше людей, заинтересованных в той же цели победы над королями демонов, присоединились бы к неназванным, в результате чего сообщество наполнилось бы надежными людьми, в отличие от предыдущих членов, которые исчезли. В этот момент Джин рассказывает Проте о бывшем члене безымянного, который оказывается в порабощении у высокопоставленного генерала, принадлежащего сообществу Тысячи Глаз, и которого они собираются вручить в качестве приза во время одного из будущих игровых GIF-файлов. После этого Джин замечает, что этот человек действительно могущественен, доходя до того, что его считали королем демонов. В этот момент появляются девушки, он прерывает разговор, однако Прота быстро замечает маленькому мальчику, что если он выиграет подарочную игру на следующий день, он обещает ему вернуть своего друга, за что парень тем не менее безмерно благодарен, и Саджи отмечает, что в случае проигрыша он навсегда покинет сообщество безымянных. На следующий день мы видим, как группа направляется к месту, согласованному для проведения подарочной игры, которая оказывается особняком, расположенным в лесу. По прибытии группа обнаруживает правила боя, в которых говорится, что игроки не могут использовать свои силы, и что они должны победить самого себя. Я сражаюсь в ближнем бою с использованием специального оружия. После этого группа продвигается по лесу в поисках своей цели и вышеупомянутого оружия, однако им не удается найти ни одного. Добравшись до особняка Джин, и обе девушки входят и продолжают свои поиски, в то время как Прота и кролик, которые не участвуют, ждут за пределами заведения. Через некоторое время мы видим, как трое парней открывают дверь и встречают Гальда, который, оказывается, полностью превратился в отличного парня. Белый тигр.
В то же время они замечают присутствие меча в форме креста, воткнутого в стену. Поэтому они предполагают, что это должен быть меч в форме креста, воткнутый в стену, быть назначенным оружием. Именно тогда Галдас бросается на них, чтобы уничтожить их. Увидев это, Аска пытается использовать свои силы, чтобы сказать ему остановиться, но из-за правил игры это не влияет на ее соперницу. Однако Джо встает, чтобы заблокировать атаку голыми руками, демонстрируя огромную силу. В то же время он приказывает своим товарищам сбежать, поэтому Аска снова использует свои силы, чтобы приказать Джину уйти в этот момент. В результате чего мальчик и его друзья оказываются в ловушке. Загрузите ее и выбегайте из особняка, добираясь до леса. После этого они оба рассказывают о природе своего врага, который хвастается, что был превращен в зверя-вампиром. А затем они видят, как Джо прибывает совершенно раненый вместе с мечом, который упоминает им, что ему не удалось победить его. Следовательно, сука берет меч и снова направляется к особняку. Тем временем за ней наблюдает вампирша, которая дала Гальдо силы. По прибытии мы видим, как девушка поджигает все вокруг, заставляя свою цель показать себя и противостоять ей. Затем мы видим, как Аска снова убегает в лес, уводя Борзую в другое место. Затем, вспомнив объяснение кролика о ее собственных силах, Азука использует свой дар, чтобы заставить лианы густых джунглей, которые явно ее окружают, удерживать ее. Обездвижите Гальдо. Впоследствии он использует другой уровень своей собственной силы, этот заставляет меч направлять большое количество энергии, которую он использует, чтобы полностью дезинтегрировать своего врага, который, освободившись от лиан, без колебаний бросился на него, получив прямой удар мечом по телу. После победы в игре мы видим, как кролик забирает Джо, чтобы залечить его раны на базе. Затем мы видим, как Протаинь возвращает свои знамена всем членам сообщества лесных горо, которые рады узнать, что Гальдо потерпел поражение. Сразу после этого оба приводят в действие свой план по приобретению членов сообщества, в результате чего они выражают всем свои цели по приобретению членов сообщества. Победить королей демонов, заставив толпу приветствовать их. Позже, вернувшись на базу, пока Джо восстанавливается после битвы, мы видим, как Прота беседует с кроликом о своей сделке с Джином по спасению его похищенного товарища. Именно там мы узнаем, что на самом деле речь идет о женщине по имени Летиция, от которой мы можем услышать много чудес, поскольку девушка-кролик очень ценит его, что свидетельствует о ее явном волнении, вызволяя его. Во время беседы мы видим, как Прота спрашивает девушку о том, почему она сама не участвовала в подарочной игре, чтобы спасти ее, поскольку оказывается, что заключенная несколько раз выбиралась в качестве приза, но она отвечает, что из-за своей природы кролика-человека она должна соблюдать правила игры. Определенные требования для участия в таких играх. После этого мы видим, как девушка выходит из комнаты, оставляя Прота одного, который сразу замечает чье-то присутствие за окном и просит ее показать. После этого мы можем увидеть, как вампирша перед тем, как войти в комнату, говорит Джою, и после того, как она почти не разговаривала с ним, она решает атаковать его, посылая большое количество лиан, чтобы поймать его в тот момент. Однако Проте легко удается отразить его атаку собственными кулаками. Вся суматоха вызвана тем, что другие участники появляются в комнате, чтобы посмотреть, что происходит, и, заметив присутствие вампирши, просят Проту остановиться, так как маленькая девочка оказывается в ловушке. Быть той самой Летицией, о которой они говорили, и после этого мы видим, как они собираются вместе, чтобы поговорить в этот момент. Там мы узнали, что она появилась на сайте, чтобы убедить кролика отказаться от своей идеи воссоздать сообщество. Но узнав, что Прота и две девушки были вызваны, она решила проверить, насколько они сильны, так как таким образом они могли бы узнать, годны ли они для этого. Доверить им блаженное сообщество, в котором они находятся. Услышав это, крольчиха упоминает, что все было бы проще, если бы им удалось спасти ее в подарочной игре, но, к сожалению, благодаря разговору Шираяши. У них есть предполагаемый коллега из сообщества «Тысяча глаз», и мы узнаем, что игра, в которой Летиция получит приз, будет отложена из-за того, что они столкнулись с проблемой. Покупатель для девушки. Услышав это, мы видим, как малышка пытается убедить его продолжить задуманное и сыграть в игру.
Однако у этого человека есть свои интересы, и поскольку у него есть определенная проблемная история с Сираяшей, им не удается прийти к соглашению в то время. На самом деле он заканчивает тем, что сказал, что позаботится об этом. Выполнить свою цель, как и следовало ожидать, предполагая, что он нападет на сообщество безымянных, чтобы убрать их с дороги в то время. Это заявление очень злит Шираяшу, однако ему ничего не удается сделать, чтобы заставить его изменить свое мнение. Возвращаясь с протой, мы видим, как после того, как узнали о произошедшем, очевидно, что с игрой группа решает потянуть время. Поэтому ниже мы видим, как прота противостоит Клетиции в игре с целью продемонстрировать свое мастерство. Это испытание состоит в том, чтобы бросать друг в друга, пока проигравший не получит удар. Впоследствии мы видим, как маленькая вампирша поднимается в воздух и, собрав большую силу, направляет свое оружие на прота, которому с большой легкостью удается остановить атаку. В этот момент мы можем наблюдать, как кролик пользуется возможностью использовать свои карты и определять текущие способности Летиции. И там они обнаруживают, что девушка потеряла всю свою божественность и превратилась в нечто большее, чем просто вампира. Затем, пока группа размышляет над тем, почему это произошло, они видят, как с неба спускается мощная молния и приближается к ним. Затем, когда она вот-вот достигнет Аски, мы видим, как Летиции удается спасти ее, пожертвовав собой в процессе. После этого мы видим, как девушка полностью превращается в камень, а через несколько мгновений ее забирает сообщество Персея. Группа летающих солдат, вооруженных головой Горгоны, с которой она сражается. Им удалось окаменеть вампирша. По прибытии они обнаруживают, что являются владельцами Летиции и заявляют, что будут торговать с ней за пределами маленького мира. Услышав это, кролик пытается навязать свою власть, требуя ответов за подобное вторжение в ее собственность, но девушка больше не получает грубых ответов от своих соперников, которые пользуются возможностью проявить неуважение к ней и своей общине, заставляя крольчиху сильно злиться и после изменения цвета волос. Она проявляет вокруг себя огромное количество энергии, призывая с собой легендарное оружие, которое оставляет своих захватчиков мертвыми от страха. Однако, когда девушка собирается дать ответы на вопросы о силе своих врагов, ее останавливает прота, который убеждает ее успокоиться. Потому что в их интересах не создавать конфликт с союзниками клана Тысячи Глаз. В этот момент сообщество Персея пользуется возможностью сбежать, поэтому мы можем наблюдать, как прота уходит вместе с Аской и кроликом с целью разрешить эту ситуацию наилучшим образом. Ниже мы видим, как они встречаются с самим лидером клана Персея, Лиусом, предполагаемым коллегой Шираяши. Оказавшись там, они пытаются убедить его ответить на оскорбления своих людей. Им не удается убедить его освободить ее подругу. На самом деле он сам использует эту логику против нее, заявляя, что может обвинить их самих в том, что они украли ее. Так что наши герои мало что могут сделать. После этого мы видим, как Лиус делает предложение кролику, в котором он обещает вернуть Летицию, если на этот раз она пойдет с ним и станет его служанкой на всю жизнь. Это предложение застает девушку врасплох, так как ее природа подсказывает ей, что она должна пожертвовать собой ради своего друга. Однако она знает, как плохо она поступила бы, если бы приняла такое предложение. Затем мы видим, как Лиус пытается оказать на нее давление, но его останавливает Аска, которая яростно использует свой дар, чтобы унизить его. Неожиданно Лиусу удается разрушить чары и вырваться на свободу, в результате чего он приходит в ярость и пытается напасть на девушку. К счастью, прота здесь, чтобы остановить его. После этого кролик упоминает, что подумает над его предложением и даст ему ответ в другой раз, поэтому Лиус автоматически уходит довольный. Позже мы увидим, как девушки спорят на эту тему, где мы можем увидеть, как Аска делает все возможное, чтобы убедить кролика не жертвовать собой. Там мы узнаем, что есть способ спасти Летицию, не принимая предложение Лиуса, которое состоит в том, чтобы выиграть подарок. Игра организована сообществом Персей. Но для участия в ней безымянные должны выиграть еще 2 игры, что очевидно займет у них довольно много времени. Как раз в этот момент появляется прота, неся с собой сумку с 2 очень важными предметами, которые он выиграл благодаря совету Шираяши. Позже в штаб-квартире сообщества Персея кролик предстает перед Элиусом, чтобы вызвать его на дуэль. Услышав его слова, наотрез отказывается, считая это пустой тратой времени, учитывая слабость безымянного клана. Однако меняет свое мнение, увидев предметы, которые Чика несла с собой, которые представляют собой 2 эмблемы в качестве трофея за победу над 2 из них легендарные монстры.
которых Прота с легкостью уничтожил, используя свою огромную силу, поэтому Лая вынужден принять вызов. Ниже мы можем увидеть Прота и компанию за пределами крепости, читающих правила подарочной игры, которые гласят, что для победы группа должна войти в форт, найти Лиуса и прикончить его. При условии, что если кто-то из них будет замечен солдатами из сообщества Персей, он автоматически потеряет право бросить вызов вождю. В дополнение к этому, чтобы усложнить задачу, эти люди обладают даром невидимости, поэтому мы можем заметить, что претенденты действительно озабочены выполнением этой миссии. И на всякий случай еще больше опасаются власти самого Элиуса, который смог поработить короля демон. Ниже мы увидим, как группа приводит в действие свой план, в то время как солдаты Персея объединяются, чтобы защитить свое сообщество. Атака начинается, когда Аска насильственно разрушает базу, привлекая внимание солдат, отказываясь от своего права сражаться с Лиусом. Войдя внутрь, она использует магические карты вместе с силой водяного дерева, чтобы генерировать большие волны и занимать солдат. Тем временем Прота и остальная часть команды пробираются в следующую комнату, где мы можем наблюдать, как Джо использует свои силы, чтобы обнаружить невидимого врага и победить его, приобретя у него нефритовый шлем, особый предмет, дающий им невидимость. Получив его, она отдает его Проту, чтобы тот спрятался, и отправляется искать другого для Джина. Затем бедная Джо получает сильный удар от невидимого врага, которого она не может обнаружить своими чувствами. Поэтому мы видим, как Прота несколько раз пытается ударить в воздух своим мечом. Я намерен найти его. Там мы обнаружили, что у этого есть улучшенная версия нефритового шлема, что затрудняет его обнаружение. Однако через несколько мгновений Джо встает и, сосредоточив всю свою силу на своем чувстве восприятия, ей удается найти человека, который направляется прямо на нее, чтобы атаковать. Поэтому непосредственно перед нанесением удара он сообщает Протону о своем местонахождении, заставляя молодого человека быстро отреагировать и нанести сильный удар по своему врагу, победив его и захватив его шлем. Сразу после этого группа направляется в комнату босса, где его ждали Лаус и Кролик. По прибытии мы видим, как Лаус раскрывает свои истинные намерения, признавая, что, будучи таким могущественным, ему не нужно сражаться. Поэтому он решает заставить кого-нибудь сражаться за него. Затем он использует талисман, который носит, чтобы вызвать демона Гаргону, который, как только появляется, наводит ужас на всех присутствующих в крепости, включая тех самых солдат Персея, которые знают о том, что явно грядет. А затем чудовище бросается в атаку и выпускает мощную молнию, которая пронизывает все здание, превращая все, к чему прикасается, в камень. Таким образом, Аска, Джо и все солдаты окаменели. Затем демон связывает свои крылья и использует свои волосы как оружие, чтобы атаковать Прота и его команду. Именно здесь Джин просит Изаяи воспользоваться возможностью, чтобы продемонстрировать всю свою силу, на что тот соглашается и продолжает сражаться лицом к лицу с монстром. В этот момент демон превращает свои волосы в змей и использует их, чтобы поймать и обездвижить Прота, но последнему удается разорвать его путы и вырваться на свободу. Затем он вступает в рукопашную схватку с монстром, в результате чего Лю исчезает, видя, что Прота не сдается перед силой его призыва. В этот момент мы видим Исао, который голыми руками поднимает существо и сильно швыряет его на землю, в результате чего Лю теряет сознание. Она решает вмешаться и напасть на него со спины. Однако Проте удается увернуться от его удара и контратаковать, отбросив его назад. Затем, раненый и полностью униженный, Лаюс намеревается положить конец битве, приказав своему монстру нанести свою самую мощную окаменяющую атаку, называемую Вечной тюрьмой. После чего демон извергает из своей пасти гигантскую молнию прямо в 6 аджоев. В этот момент все присутствующие сочли битву проигранной, заметив такую силу. Удивительно, что Проте удается отразить атаку всего одним ударом. Сразу после этого он бросается на своего врага, жестоко избивая его и разбивая о стену. Осознав, что произошло, Лиус автоматически сдается, отдавая победу простому Ному, который в качестве приза получает знамя Персея.
Но Исаю это не устраивало, так как мы можем видеть, как он немедленно бросает вызов Лиусу в другой подарочной игре, чтобы лишить его теперь имени своего отца, сообщества, и таким образом иметь возможность полностью исключить из существования свою группу. Однако также дает ему возможность унизить себя перед ним и развлечь его. В результате чего Лю приходит в ярость и пытается ударить Прота, который очевидно пользуется возможностью, чтобы снова победить его. Позже, вернувшись на базу Безымянного, мы видим, как Летиция пробуждается от оцепенения, ее приветствуют ее друзья, которым она безмерно благодарна за спасение. Впоследствии все члены общины устраивают вечеринку снаружи здания, чтобы отпраздновать свою победу. Затем, когда они наблюдают, как на небе падают звезды, составлявшие созвездие Персея, Прота заявляет, что теперь у них есть цель сделать так, чтобы однажды знамя их общины было высоко поднято и на небесах тоже. На следующий день мы видим, как сообщество Безымянных получает приглашение на фестиваль восхождения огненного дракона. Грандиозное мероприятие, проводимое в северной части Малого мира, где будут проводиться различные игры. В дополнение к большой подарочной игре, в основном созданной мастером этажа в Малом мире, которые встречаются. Это приглашение оказывается очень интересным для Эль Прота и его спутниц, которые собираются приехать на место, чтобы принять участие. И хотя Джин пытается убедить его не присутствовать, группе удается убедить его не мешать. Перед отъездом они обнаруживают, что кролик скрыл от них эту информацию из-за того, что не хотел рисковать. Поэтому они решают наказать ее, угрожая покинуть общину, если она не сможет найти их, чтобы помочь. Конец дня. Позже мы увидим, как группа встречается с народом, чтобы спланировать, как они будут совершать свое путешествие сейчас. Во время беседы Джин пытается дать им понять, как далеко они находятся от области, в которую были приглашены, объясняя, что маленький мир имеет поверхность, похожую на поверхность звезды. Например, то, что расстояние, которое они должны преодолеть, является экстремальным. И хотя существуют порталы, которые они могут использовать, чтобы путешествовать очень быстро, сейчас их слишком дорого использовать. Поэтому молодые люди предлагают обратиться за помощью к сообществу Тысячи Глаз, которое в первую очередь отправило приглашение. В то же время мы видим, как кролик отчаянно ищет Прота и остальных на базе Безымянных. И, найдя их, Летиция предлагает ему отправиться на север, как сказано в письме, которое они им оставили. Там мы узнали, что, будучи личностью аристократа в маленьком мире, кролику легко пользоваться порталами бесплатно. Так что это может быть очень полезно, если ему удастся добраться до них вовремя. После этого девушка разворачивается и бросается на поиски в северном направлении. С другой стороны, Прота и компания решают навестить Шираяшу, чтобы он помог им в их влиянии на сообщество Тысячи Глаз. Во время беседы, узнав о позиции мальчиков против королей демонов, это решает обратиться с особой просьбой к неназванным, упомянув, что фестиваль, на который они были приглашены, состоится в честь восхождения лидера сообщества Саламандр, который станет хозяином квартиры в северной зоне, ему всего 11 лет. Поэтому Шираяши попросили помочь ей в качестве хозяйки игр. В этот момент, прежде чем она успела закончить объяснение, девочку прерывает группа, которые выражают крайнюю необходимость добраться до северной зоны, прося немедленно помочь им. После этого Шираяса выполняет мгновенную телепортацию, а затем группа прибывает к месту назначения. Там мы видим, как они впечатлены красотой города. Однако у них не так много времени, чтобы полюбоваться тем, что их окружает, так как кролик падает с неба и приземляется рядом с ними. Увидев его, Прота берет Аску на руки и очень быстро убегает, оставляя Джоху брошенным на произвол судьбы, которого кролик ловит и уносит. Брошено на землю. Позже мы увидим, как Прота занимается туризмом в этом районе вместе со своей спутницей. С другой стороны, мы стали свидетелями того, как Джо рассказывает о Шираяше. Во время разговора он предлагает девушке принять участие в подарочной игре от создателей, так как ее дар действительно полезен и может помочь ей очень легко выиграть. В дополнение к этому малышка просит девушку о помощи в выполнении плана, который они должны воплотить в жизнь. Фестиваль что-то очень важное и интереснее. Позже мы увидим, как Прота дружески беседует с Аской, устанавливая с ней более глубокую связь.
Во время их разговора, заметив волнение девушки по поводу тыкв и Хэллоуина, молодая женщина упоминает идею восстановления сельскохозяйственных угодий, которые раньше принадлежали ее общине, чтобы таким образом засеять свои собственные поля. Собирайте тыквы и устраивайте свою собственную подарочную игру на Хэллоуин. Идея, которая, очевидно, оставляет девушку в полном восторге. Однако мотив на мгновение прерывается кроликом, который наконец находит его и просит их сдаться. Увидев ее, они снова пытаются сбежать, но Летиция заманивает их в ловушку, которая сбивает его с толку, так что не хватает только прота, чтобы его поймали. После этого мы видим, как кролик быстро гонится за ним по улицам города, сумев развить свою скорость. Погоня вызывает интерес у публики, которая серьезно потрясена, увидев кролика-аристократа в своем районе. Ниже мы видим, как Эль Прота признается своей преследовательнице, что все это было шуткой, поэтому она решает бросить ему вызов. Подарочная игра, чтобы положить конец конфликту, с помощью которого она решает убить кролика-аристократа. Условие, согласно которому проигравший должен подчиниться приказу победителя. После этого начинается испытание, которое состоит в том, что один из вас должен поймать другого, не позволяя втянуть себя в процесс. Именно так мы можем наблюдать, как они постоянно преследуют друг друга по крышам и зданиям города, доходя до того, что оказываются на вершине большой башни, которую уничтожается протой в попытке выиграть игру, вызывая при этом большие разрушения и хаос, но при этом достигая своей цели в полном объеме. Однако во время катастрофы кролику также удается поймать его, так что игра явно заканчивается в ничью. Затем они оба видят группу деревенской полиции, приближающуюся к ним из-за проблем, которые они вызвали. С другой стороны, мы видим, как Джо сражается на мероприятии Шираяша, которое он прокомментировал. Сражается на дуэли против гигантского гола, который он очень легко побеждает, используя свои навыки и свою огромную силу. После этого мы встречаемся с Сандорой, новой учительницей пола в северной зоне, которая предстает перед публикой, чтобы объявить правила следующей игры, в которой Ю будет участвовать. Позже мы сможем увидеть, как Прота и остальные предстают перед Сандорой охранниками с целью заставить малышку вынести приговор за свои действия. Однако, поскольку группа исходит от Шираяши и во время инцидента никто не пострадал, она отпускает его без какого-либо наказания. Поэтому охранники покинули это место и оставили присутствующих в покое. Именно тогда мы обнаруживаем, что Сандора, Джин и Лили, одна из девушек из сообщества, которое их сопровождает, давно дружат. Поэтому мы можем видеть, как лидер Саламандр очень радостно машет своим старым друзьям. Однако ее старший брат по имени Мандола, который оставался с ней в течение долгого времени, сказал: «Я не знаю, как это сделать». С его стороны он демонстрирует полное пренебрежение к гостям и пытается помешать им приблизиться, направляя меч на Джина. К счастью, Прота был там, чтобы остановить атаку. После этого мужчина утверждает, что его сестра очень наивна и что ей не следует вести себя так дружелюбно с безымянным, так как это определенным образом запятнало бы репутацию ее собственного сообщества. После этого Шираяша раскрывает, что причина, по которой безымянные были вызваны в это место, заключается в том, что член Тысячи Глаз записал пророчество, в котором утверждалось, что король демонов появится во время фестиваля. В дополнение к этому он отмечает, что его источники очень надежны, поскольку он получил известие от демона, специализирующегося на пророчествах, который, кроме того, казалось, знал человека, который должен был призвать короля демонов, однако этот не упомянул его имя. Это заставляет группу подозревать, что какой-то мастер этажей сотрудничает с упомянутым королем демонов. Поэтому, не зная, кого именно винить, они решают сосредоточиться на отражении атаки, когда она была совершена. Именно тогда Шираяша предлагает себя лично позаботиться о цели, когда она появится. Но, услышав это, Прота дает ей понять, что она тоже хочет сражаться и что она может даже победить врага до того, как она прибудет. С другой стороны, в то же время мы видим, как Аска прогуливается по городу вместе с маленькой Адой, которую она встретила. Во время своего исследования мы видим, как она входит в пещеру, полную многочисленных статуй, созданных разными общинами. Позже, после того, как она остановилась и полюбовалась большой статуей, созданной общиной маленькой Ады, с которой она познакомилась, Ротенфангерами, внезапно в этом месте гаснет свет, и из темноты появляется большая группа крыс, которые прыгают на Аску, пытаясь догнать ее маленькую светящуюся подругу. Тут же девушка пытается отразить существ с помощью меча, который она призвала, но это вынуждена бежать из-за большого количества. Пока она убегает, она задается вопросом, почему ее дар власти не действует на этих животных,
но внезапно появляется взрослая версия Летиции, чтобы спасти ее. И она пытается спасти Летицию, отражая своей магией крысиный панический бег. Затем мы можем увидеть, как вампирша приказывает виновнице нападения появиться и представиться, но не получает никакого ответа, поэтому они решают уйти. Оказавшись на улице, Аска благодарит Летицию за то, что та помогла ей, пока она наблюдает, как вампирша восстанавливает свою первоначальную форму. Позже мы можем посмотреть, как Аска отдохнет, пока выздоравливает. Все ее раны в горячих источниках. Находясь там, она задается вопросом о своем даре, который ранее не работал ни с крысами, ни с Лаусом, заставляя ее задаться вопросом, действительно ли она приняла правильное решение остаться в этот мир, понимая, что поскольку он не так силен, как его сверстники, и что ему еще многое предстоит сделать, чтобы достичь того уровня, которого он хочет, тем не менее ему удается быстро преодолеть свои негативные чувства и почувствовать решимость совершенствоваться и расти. После этого остальные девушки идут в ванную и сопровождают ее. Позже мы увидим, как члены команды собираются вместе, чтобы спланировать, что произойдет во время следующего противостояния Джо. Там мы узнаем, что в этой подарочной игре также примут участие 3 других сообщества, а именно Саламандра, Крысолов и Уиллоу Висп. Услышав имя крысоловов, Прота упоминает о возможности участия человека по имени флейтист Хамелин. Этот комментарий шокирует присутствующих, узнав, что это был член очень могущественного древнего сообщества под названием Зеленый Гримуар, оба из которых служили королю демонов и были изгнаны из королевства, уничтоженные во время подарочной игры в прошлом. Затем они объясняют, что этот человек является таким же представителем в сказках, как Крысолов, и что его отношения с общиной ротенфангеров напрямую продиктованы его именем, поскольку гамельнский крысолов в сказках также был известен как ротенфангер. Эти заявления заставляют Шираяшу подозревать, что все еще есть члены этого могущественного древнего сообщества, разъезжающего по миру. Поэтому он возьмет на себя ответственность установить наблюдение, чтобы Сандора не потеряла никакого престижа. Весь этот разговор заставляет Аску задуматься, не связана ли ее новая подруга с королем демонов из пророчества. И позже в день боя мы увидим, как Прота и его товарищи с нетерпением ждут начала мероприятия. Ю тем временем готовится выйти на поле битвы, а затем она предстала перед публикой вместе со своим противником, женщиной-борцом из сообщества Willow Wives по имени Еша, которую сопровождает гифка в виде монстра, похожего на тыкву с Хэллоуина. Затем Шираяша начинает мероприятие, которое будет проходить в лабиринте, созданном большим деревом, из которого обеим противницам придется либо сбежать как можно скорее, либо сражаться друг с другом, пока не победят свои собственные гифки. Вначале Джо берет на себя инициативу, ища выход, в то время как его противник пытается поджарить его с помощью своего монстра. К счастью, способности девушки позволяют ему легко уклоняться от атак, которые наносит ему его противник. Однако через несколько мгновений, когда он продвигается к выходу, молодая женщина получает сильный удар от тыквы, который в конечном итоге замедляет ее, в то время как ее противник выходит вперед. Оказавшись в такой ситуации, молодая женщина пытается спастись от монстра, который продолжает преследовать ее и атаковать пламенем, пока в определенный момент она не окажется полностью окруженной огнем. Увидев, что его противник сверхъестественное существо, не способное умереть невероятно могущественным, Ю решает сдаться, поэтому лабиринт исчезает и объявляется победитель. После этого мы видим, как тыква подходит к Ю, чтобы спросить его, почему он не выбрал себе такого же партнера для битвы, как и его соперник, упомянув в его глазах, что он может заметить, насколько он одинок. После этого мы видим, как соперница уходит после того, как дала Ю понять, что не считает свой бой с ней победой, и что в следующий раз, когда они встретятся, она покажет ему, на что она действительно способна. Затем Юй встречается со своими друзьями и извиняется за то, что сдался. Через несколько мгновений зрители и наши герои полностью заинтригованы, увидев, как с неба спускаются тысячи свитков, которые, как оказалось, являются правилами подарочной игры, созданной королем демонов, в которой они участвуют. Они заставили всех присутствующих принять участие, заявив, что Шираяша назначена хозяйкой и что для победы она должна доминировать или убивать всех окружающих ее людей. С другой стороны, чтобы победить, игроки должны отбросить ложную легенду и стать известными настоящей. После этого мы можем увидеть в небе ответственных за это вместе с их гигантским белым монстром, которые наблюдают за всем, что происходит в этот момент. В этот момент мы можем видеть, как Шираяша окружена и захвачена темной аурой, которая давит на всех вокруг.
Впоследствии Прота успевает заметить приближающихся врагов и решает выступить вперед, чтобы противостоять им, в то время как его товарищи отвечают за успокоение мирных жителей и уход за Шираяшей. Сразу после этого Исаи на полной скорости отрывается от земли, перехватывает одного из врагов и прижимает его к стене. Затем мы видим, как мальчик безжалостно тащит этого человека по всей стене, пока последнему не удается обездвижить Прота, используя свои способности. Затем мы видим, как напарница противника уходит, оставив своего напарника наедине с Исахоем. Затем, через некоторое время после этого разговора со своим противником, Прота обнаруживает, что для победы в игре они должны выяснить причину инцидента в Хамелине, что удивляет его врага, который не ожидал такого интеллекта. Затем они возобновляют свой бой. А с другой стороны мы видим, как Летиция пытается сразиться с другим захватчиком, который, похоже, контролирует великого белого демона. Во время битвы мы можем наблюдать, как вампирша превращается во взрослую и использует свое волшебное копье, чтобы пронзить своего противника напрямую. Но после ее атаки ее соперник полностью остается в живых. Невосприимчивый к ее силе, вместо этого она пользуется тем, что Летиция находится рядом, чтобы высвободить темную ауру и явно поглотить ее энергию, чтобы впоследствии поработить ее. К счастью, ее спасает Сандора, которая прибывает, бросая огненный шар в большого монстра и мгновенно уничтожает его. После этого она вступает в схватку с захватчиком, который представляется под именем Черный Пирчер. В то же время мы наблюдаем, как мирные жители продолжают эвакуироваться из этого района, как вдруг захватчики загипнотизировали некоторых охранников сообщества Саламандр, в результате чего они начали нападать на мирных жителей. Итак, мы видим, что Аиша должна вмешаться, чтобы остановить их, попросив их передать кролику очень важное сообщение. К сожалению, этих двоих прерывает третья захватчица, которая оказывается тем человеком, который гипнотизирует охранников, поскольку она сама пытается использовать их для нападения на группу. Но, к счастью, Джо удается отразить это своими силами. После этого мы видим, как женщина использует флейту, чтобы оглушить наших героев, которые быстро затыкают уши от боли. Затем, заметив, что Ю обладает лучшим слуховым восприятием, решает использовать ее в качестве пешки и загипнотизировать ее в этот момент. Однако, прежде чем все это произойдет, Азука использует свой дар послушания, чтобы приказать Джину убрать ее с места. После этого молодой человек убегает с девушкой на руках, в то время как его преследуют загипнотизированные охранники, которых Саска немедленно парализует, явно используя свое оружие. Дон, позволяя своим товарищам сбежать. Сразу после этого девушка бросается на захватчика с намерением нанести ему хороший удар мечом, но женщина легко отбивает ее, и через несколько секунд она полностью нокаутирует ее. После этого захватчица продолжает свой коварный план и начинает играть на своей флейте, чтобы загипнотизировать всех жителей этого района. Затем охранники и жители деревни начинают избивать друг друга, вызывая еще больший хаос, пока внезапно с неба не ударит молния и не появится кролик, делая заявление в качестве главного судьи, в котором вы заявляете, что подарочная игра гамельнского флейтиста будет приостановлена и что все ее участники должны обратиться к столу переговоров, чтобы четко предложить решение. Затем мы можем стать свидетелями встречи между группой Прота и захватчиками, на которой Крольчиха, используя свой авторитет и влияние на лидеров маленького мира, анализирует правила, применяемые в игре, с целью найти какой-нибудь изъян, который позволит наказать нарушителей подарочной игры, которые, в свою очередь, могут повлиять на правила игры. Они намеренно выдвинули невыгодные условия для участников, такие как блокирование Шираяша и двусмысленные инструкции. Однако этих доказательств недостаточно, чтобы наказать их, поэтому группа вынуждена продолжать игру по тем же правилам. После этого мы видим, как, пытаясь узнать личности своих врагов, Джин заставляет самых маленьких из них представиться, показывая всем нам, что он идентифицируется как Черная Смерть. Факт, который удивляет всех присутствующих, поскольку это относится к Черной Смерти, самой смертоносной болезни за всю мировую историю. Затем мы видим, как девушка признается, что распространила опасный патоген на часть участников, утверждая, что теперь она контролирует их жизнь, несмотря на неблагоприятные последствия, которые это представляет для Прота и остальных. Это не противоречит правилам, поэтому они ничего не могут с этим поделать. Затем девушка предлагает всем вам присоединиться и служить своему сообществу в Зеленом Гримуаре, и таким образом она забудет атаковать остальные организации, предполагая, что если они не примут это предложение, они будут изгнаны. Я прикажу убить их всех.
В то же время мы можем наблюдать, как Ю продолжает оказывать помощь гражданским лицам и раненым охранникам, в то время как Аску увезли куда-то под землю. В этот момент мы можем заметить, что Ю начинает ощущать симптомы возбудителя, который распространила ее противница. Возвращаясь к Проте, мы можем видеть, как они ведут ожесточенные переговоры, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Поскольку, будучи зараженными чумой, у них не так много времени, чтобы терять, поэтому они делают все возможное, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Мы сделаем все возможное, чтобы убедить Блэка Фишера возобновить игру в ближайшее время. После переговоров он соглашается возобновить игру через неделю при условии, что в случае победы сможет поработить абсолютно всех участников, включая кролика. Кроме того, у наших героев будет всего 24 часа, чтобы победить ее, иначе они автоматически потеряют все. Позже мы увидим, как Азука просыпается в пещере, где она была нокаутирована. В этот момент она замечает присутствие большого количества фей, подобных той, что была рядом с ней все это время, которые появляются, чтобы раскрыть девушке правду обо всем, что произошло в трагедии из Амелина, в котором 130 человек были принесены в жертву в результате великой катастрофы, и чьи духи сегодня проявляются перед ней в виде фей, давая ей возможность принять с ними подарочную игру, чтобы наделить девушку достаточной силой, чтобы уничтожить ее врагов, в которой она должна будет использовать свою силу. Дон, чтобы контролировать великую цель, построенную феями, и использовать ее как оружие в битве. Услышав это, Азука, очевидно, принимает предложение и продолжает использовать свой дар с гигантом. А позже мы видим, как Прота навещает Ю, которая заболела чумой. В этот момент мы можем наблюдать, как Прота пытается разгадать загадку подарочной игры, учитывая всю собранную информацию и данные, которые они узнают о своем враге. После некоторого анализа ситуации вместе со своим товарищем, Исаджи дает как возможный ответ на загадку и берет себя в руки к работе. Позже наступает время возобновить игру. Мы видим, как мирные жители во главе с Джином бегут по городу. Все с целью найти и убить Джина и уничтожить виртуалы, на которых изображена легенда о флейтисте из Гамелена. Все с целью найти и уничтожить витражи, на которых изображена легенда о флейтисте из Гамелена. Понимая, что участники разгадали его загадку, Черный Перчер решает немного изменить ситуацию в свою пользу, используя свою магию. И это приводит к разрушению всего города и его разрушению. Заменен древним городом Амелин, в результате чего недостающие витражи полностью меняются местами и явно вынуждают мирных жителей их находить. С другой стороны, Эль Прота сталкивается с волшебником, приспешником Черного Окуня, который пересекает его и безжалостно атакует, используя свою новую силу, которую он приобрел благодаря божественности, дарованной его лидером. В то же время Сандора и Кролик постоянно преследуют и атакуют босса игры, который легко защищается от всех атак и использует свою темную ауру, чтобы окружить их. С другой стороны, жителям удается найти витражи церкви, и они намереваются их разрушить. Как вдруг появляется другой приспешник Ратен и использует свою флейту, чтобы заставить охранников Саламандры атаковать их, а также прихватив с собой компанию из 3 гигантских белых монстров, так что Летисия и ее приспешник Летисия отправляются на поиски. Она вынуждена противостоять себе, чтобы защитить своих товарищей. Затем Джин убегает вместе с мирными жителями, но группу останавливает один из монстров, который мешает им пройти и нападает на них. К счастью, Аска прибывает в самый нужный момент, чтобы спасти их с помощью гол в гиганте. Возвращаясь с Протой, мы можем наблюдать, как он продолжает свою битву с волшебником, где после тщательного анализа загадки своих врагов, ему удается раскрыть истинную личность этого, в то время после того, как они обменялись множеством секретных секретов. Атаки. Исаджи подтверждает, что его противник на самом деле настоящий гамелинский флейтист, заявляя, что Ратен и Пешт просто недоразумение. Услышав это, волшебник подтверждает, что теория верна, и хитро предлагает Проте место рядом с ним в своей команде. Но наш герой отклоняет его предложение, и он готов продолжать сражаться. С другой стороны, мы можем наблюдать, как Аска использует силу своего голема, чтобы жестоко сражаться с гигантскими белыми демонами, которых ей удается уничтожить за пару ходов, доходя до того, что поймает и обездвижит своего врага. Именно здесь мы можем увидеть, как Аска, полностью уверенная в своей силе, дает Рате шанс на выздоровление и бросает ему вызов, пытаясь использовать свою флейту для управления големом. Возвращаясь с Протой, мы видим, как после атаки на своего противника полностью уверенный в себе молодой человек приказывает волшебнику перестать сдерживаться, заявляя, что он сражается не в полную силу, поэтому он решает подчиниться ему и выпустить свое секретное оружие. Затем мы можем увидеть, как он поглощает огромное количество энергии и использует ее для усиления своего оружия.
После этого он бросается на Прота, который отвечает на его атаку с большим волнением. Возвращаясь к Аске, мы видим, как девушку восхищает прекрасная песня Раттена. Однако мелодия не может одолеть голема, поскольку власть Аски над его даром возросла и поддерживает Аску. Ваш партнер под вашим контролем. После этого Раттен понимает, что она побеждена, и признается, что удар, который она получила ранее, был больше, чем она могла вынести. Поэтому впоследствии мы можем наблюдать, как она исчезает, оставив свою флейту позади. То же самое происходит с Визером, который после того, как получил атаку Прота, обнаруживает, что не может продолжать сражаться. Поэтому, как и его напарник, он автоматически начинает распадаться, а затем мы видим, как Черный Окунь понимает, что его товарищи были побеждены. Все, поэтому он немедленно решает прекратить бой. Ваша битва, и больше не теряйте времени даром. Затем он заявляет, что позаботится только о том, чтобы убить их всех и найти Шираяшу. Так что мы можем видеть, как она начинает излучать огромную темную ауру, которая начинает распространяться по всему городу, заставляя всех мирных жителей бежать в панике и явно прятаться в зданиях. После этого мы видим, как охранников касается темнота, и они немедленно падают на землю, что очень злит Сандору. К сожалению, у нее нет времени требовать, так как в этот момент ей удается увидеть маленького мальчика, бегущего и зовущего на помощь, к которому Ю быстро подскакивает, чтобы спасти его от тьма. Однако девочка полностью подвержена чуме. К счастью, когда они вот-вот погибнут от нападения, их обоих спасает Аска и Гол, который падает с неба и встает между ними и большой черной волной, спасая их благодаря магии гиганта. После этого мы видим, как Черный Окунь использует возможность атаковать кролика, но когда она вот-вот получит удар, прибывает Прота, чтобы спасти ее и дать отпор ее врагу. Ниже мы увидим, как кролик разрабатывает план, как победить Черного Окуня, и поэтому он продолжает рассказывать команде о своей стратегии, в то время как они постоянно атакуют своего маленького противника, пока в определенный момент Черный Окунь не решит положить конец всему этому и использовать атаку, чтобы уничтожить всех своих врагов. К счастью, в то время как она высвобождает много энергии, кролик пользуется возможностью, чтобы привести свой план в действие. Затем она использует карту, чтобы телепортировать всех нас во дворец на Луне, в результате чего Черный Окунь автоматически теряет часть своей силы. После этого, чтобы еще больше увеличить свое преимущество, кролик использует другую карту, чтобы высвободить силу Солнца и еще больше ослабить своего соперника. Затем маленькая демоница, обездвиженная Сандорой, и после этого мы видим, как Аска использует еще одну карту, чтобы вызвать легендарное копье кролика в руках голема. Затем, услышав приказ Аски, он на полной скорости направляет пистолет в сторону своего противника, полностью пронзая его и вызывая сильный взрыв, в результате которого король демонов окончательно уничтожается. Впоследствии мы увидим, как Шираяше удается освободиться от печати и поблагодарить всех участников за битву. Затем мы увидим, как Сандора сообщает своим людям, что они одержали победу в подарочной игре, а затем мы видим, как Аска возвращается в пещеру, где она приобрела голема. Находясь там, он прощается со всеми этими духами, даровавшими ему силу для битвы, которые благодарят девушку за всю ее поддержку и позволяют ей сохранить голема и маленькую фею. Возвращаясь с Протой, мы можем увидеть, как он пользуется моментом, чтобы потребовать Мандолу что-то, что ему кажется очень любопытным. В этот момент мы узнаем, что тот предатель, который сотрудничал с королем демонов, чтобы заманить его на фестиваль, был именно он, который убедил весь свой народ, за исключением его отца, что он и сделал. Сестра, чтобы принять участие в дьявольской игре. Факт, который злит Прота, который упоминает, что единственная причина, по которой он не уничтожает их всех, это то, что его друзья не умерли. После этого мы можем видеть, как совершенно пристыженная Мандола дарит Проте кинжал и просит его позаботиться о нем, но взамен простить его жителей. Однако Прота щадит его жизнь при единственном условии, что когда у безымянных возникнут проблемы, городское сообщество простит его. Пусть Саламандра первой поможет им, на что человек с радостью соглашается, передавая ей свои слова. А затем Прота и его друзья возвращаются в свой дом и продолжают миссию по превращению безымянных в великое сообщество. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет голем. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно.